Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня, наконец-таки, мы добрались до Белой скалы. Я здесь не был, наверное, уже целый год. Сегодня сделаем туда восхождение, покажу вам виды, которые открываются с ее вершины. Конечно же, это одно из чудес Крыма. Здесь место, в котором нужно обязательно побывать. Высота Белой скалы составляет 325 метров над уровнем моря. А состоит она из известняка и песчаника белого цвета. Конечно, друзья, место уникальнейшее в Крыму. Посмотрите, ее, но здесь высота около 100 метров, если смотреть снизу. Сейчас мы поднимемся наверх, попытаемся это сделать на машине. Для тех, кто не знает дорогу, подъезжайте вот так к скале и едете сразу вот туда, прямо вдоль этой скалы, там будет подъем для машин. В общем, не знаю, как это все будет происходить. Надеюсь, на сегодня все получится. Обязательно полетаем на квадрокоптере, покажу вам шикарнейшие виды. Вот, смотрите, здесь внизу можно найти эти камни, этот песчаник, известняк белого цвета, из которого, собственно, и состоит скала. Смотрите, какой чисто такой беленький. Вообще, друзья, как мел можно использовать даже. Под воздействием ветра и других природных явлений скала начинает обрушаться. Вот недавно, видно, что недавно такой беленький камень отвалился от нее и скатился сюда вниз. И здесь уже лежат на поле более мелкие такие камни известняка. Смотрите. Ой-ой. Но если такой упадет, конечно, сразу насмерть убьет. Поэтому, я думаю, под скалой ходить будет опасно. Нужно смотреть, чтобы ничего там не отвалилось. Решили зайти в эту пещеру, которая находится в Белой скале. Выполняем подъем. Посмотрите, друзья, какая скала. Конечно, вид невероятный. Чем ближе становишься, подходишь, тем становится страшнее. Прям такая ровная стена. Ну, конечно, прям завораживает. Поднялись уже к Белой скале. Вот так она выглядит снизу. Посмотрите, друзья, такой белый камень. И вот эти камешки, которые просто свисают, поэтому ходить здесь, наверное, очень опасно. Будьте осторожны, если будете так подниматься. Потому что, как мы видели, камни срываются, скатываются вниз, эти глыбы. Видите, какая трещина даже идет. И здесь заселились какие-то жучки. Проснулись и после... Видно, что произошло обрушение. Такие здоровенные белые глыбы лежат. И свалились они вот отсюда. И прям над нами такие же висят. Конечно, такая ровная стена. Возле нее страшно ходить, честно говоря. Впечатляет своими размерами. Не знаю, в Крыму таких мест больше нет. Поэтому обязательно его посетите. И сами посмотрите все. Смотрите, какие камни. Они просто белые, внутри белые, как будто покрасил кто-то их. И вон там наша машина стоит внизу. От дороги кажется, что подъем очень-очень легкий, быстрый, но на самом деле это не так. Вверх подниматься сложновато, потому что такая неустойчивая почва, она рыхлая, с камнями. В общем, подниматься сложно. Тем более, если будете это делать летом, летом вообще еще и жара будет. Посмотрите на высоту скалы в соотношении с человеком. Просто, друзья, гигантская белая стена. Вот такой огромной высоты. Ну, мы уже подходим к пещере. Сейчас зайдем в пещеру, посмотрим, что там. Ну и, конечно, вот такие виды открываются с нее. А мы еще не поднялись даже наполовину. Подошли к этой пещере, посмотрите на ее гигантские размеры, как будто из фильма «Одиссей», где жил циклоп. Вот здесь, друзья, он и жил, я думаю. Пещера действительно такого гигантского размера. Сейчас пройдем вовнутрь, посмотрим, что тут. И тут каким-то чудесным образом росло дерево. Не знаю, живо оно или нет, но ветки у него почему-то обломаны из-за ветра. Но какой здесь может быть ветер, непонятно. Возможно, люди сломали. Вот смотрите, друзья, пещера прям очень большая. К сожалению, ее порасписывали. Видите, люди стены расписали в краске. Я, конечно, против этого. Если вы мои зрители, ни в коем случае никогда не расписывайте стены вот таких интересных мест. Ой-ой. Смотрите, какая почва здесь. Мы идем как будто по цементу, который продается. Смотрите, друзья, просто пыльная почва. И вот такая пещера. Просто круто.
Здесь лежат такие камни, которые отвалились от потолочка. И смотрите, эти камни все расписаны. Здесь люди повырезали свои имена, фамилии. Какой здесь год только не найти можно. Каждый сантиметр этого камня просто исписан. Посмотрите. 1999. Я вам смотрю, 1955. Наверное, самая древняя здесь надпись. 55 год. Вот есть 66-й. Смотрите, все камни. Сколько здесь побывало людей. Сколько оставили свой след. 1993 год моего рождения. Вот есть 53-й. В общем, люди здесь, как мы видим, были уже давно. Здесь в центре какой-то алтарь находится. Здесь стоит икона. Люди что-то оставляют здесь. Мы тоже ставим. Я всегда оставляю какую-то мелочь. Положим, чтобы сюда еще вернуться. Вот так, друзья, такое место. Здесь так тихо, спокойно, такая атмосфера витает в воздухе, друзья. Но здесь можно укрыться от дождя, от снегопада. Вообще здесь возможно даже, наверное, жить. Ну, конечно, и эхо такое здесь. Друзья, вообще. Ощущения, конечно, крутые. Обязательно посетите это местечко. Вы не пожалеете. Смотрите. Ой-ой-ой. Вот так идет стена. Она вся зеленая. Это мох, наверное. Как будто в каком-то космическом корабле мы с вами. Смотрите. Давайте поближе подойдем. Посмотрим, что это. Ну, это непонятно. Как будто какой-то грибок. Помните, я вам показывал на камнях грибок? Это такой же, но только зеленого цвета. Вот такая, друзья, пещера. Ну, размеры у нее, конечно, большие. И здесь она в этой части закруглена, как будто кто-то специально вот так обтесал. Но это, скорее всего, водой обтесала еще в древние времена, когда эта пещера была под водой. Вода чуть отступала. И видите, здесь вот таким полукругом прям идет. Видно, что как будто водой вымыло здесь. Но на самом деле не знаю. Не знаю, что здесь было. Возможно, в Белой скале есть еще какие-то неизведанные пещеры. И когда-нибудь они откроются нашему взору. Вот так, друзья. Ну что, я думаю, давайте двигаться дальше. Уже пора сделать нам восхождение на вершину этой горы Аккая. Ее другое название, если вы не знали. Возле Белой скалы в поле обнаружили вот такие какие-то подвалы. Видимо, они все были присыпаны землей. Здесь плита какая-то провалилась. Интересно, что там внутри у них, непонятно. Вот смотрите, скала идет. И прям вот здесь эти подвальчики. Что там? Что, спускаемся? Да, спускаемся. Посмотрите, друзья, какой вход нереальный. Как я буду вылазить оттуда? Вот сейчас Александр. Так, друзья, спускаюсь. Это опасно. С камерой, конечно, неудобно спускаться. Да, у меня еще со стабилизатором. Я не знаю, как я сейчас буду это все делать. Но они, наверное, не длинные. Вот спускаемся вниз. Ой, они длинные. Там где-то выход есть. С другой стороны можно было зайти пешком. Все, идем. Иди дальше. Друзья, вот он супер контент. Там дальше выход. Да? Вон ты можешь туда зайти, не слази. Все. Так, друзья, заходим. Там свет горит просто. Вот такая штука находится прямиком в поле. Интересно, для чего они предназначались? Непонятно. Так, тут грязь. Посмотрим, как надо сейчас спускаться. Ой, здесь комната закрытая. Все, спустился вниз. Сейчас мы поднимаемся. Точнее. В общем, вот такие катакомбы нашли. Интересно, для чего они были сооружены прямиком в поле. Непонятно, честно говоря. Видите, здесь какие-то штуки еще есть в стенах. Какие-то дыры туда что-то, возможно, вставлялось, либо стекалось. Да может, это очистные? Сейчас, подожди. Хотя какие очистные? Здесь нет никаких крупных городов. Белогорск аж далеко отсюда находится. Там в Белогорске свои очистные. В общем, непонятно, что это было в поле. Рядом с этим сооружением находится тоже что-то непонятное. Посмотрите, вот такая бетонная конструкция. Возможно, как-то соединялась. Возможно, тут еще есть какой-то вход. В общем, я не знаю, что это. Так.
Возможно, какой-то тоже вход был. Видите? Здесь плитой завалили все. Непонятно, друзья. Так, я вижу, что там. Ничего не видно, все завалено. И ведет она прям сюда. Возможно, это реально какой-то еще есть подземный ход. Что это такое, неизвестно. Если вы вдруг знаете, местные жители, напишите, пожалуйста. Было бы интересно узнать это. Поднялись в такой грот. И сейчас я вам покажу, из чего состоит эта порода. Когда-то это было дном древнего океана Тетис. И это действительно так, потому что здесь у нас есть факты, подтверждающие все это. Смотрите, в скале просто миллионы ракушек. Когда-то они были на дне океана, а сейчас возвышаются в горах. Представляете, насколько древний вот этот риф, можно сказать? Просто вся эта порода состоит из мелких ракушек. Вот. Вот такие, друзья, интересные факты у нас сегодня в видеоролике. Конечно, удивительно осознавать, что это когда-то было дном океана. Смотрите, вверху они прям пачками лежат, прилепленные. Как будто зацементированные. Сколько, интересно, тысяч лет, либо миллионов лет прошло с того времени. Они до сих пор здесь сохранились, увековечились на долгое время. Конечно, места в Крыму удивительные. В каждой точке Крым прекрасен по-своему. Согласитесь, друзья, крымская природа просто бесподобна. Сейчас мы отправимся дальше по дороге. Вон в те скалы, там тоже огромный грот. Там должен быть родник. Посмотрим, не пересох ли он. И еще, друзья, немного вам покажу, из чего состоит эта порода. Здесь, видите, какой-то такой зеленый пласт идет. Что это за порода, неизвестно, зеленого такого цвета. Как на Карадаге, вот этот камень, который добывали немцы для добавления в бетон. Похоже очень на него. Не знаю, он, не он. И видите, дальше уже пошли пласты ракушек этих. Итак, приехали к этому месту. Вот это место мне вообще очень нравится. Сейчас посмотрим, родник не пересох ли здесь. Обычно он всегда здесь тек. Друзья, вот тоже такое место необычное. Оно прям супер необычное. Посмотрите, еще в центре растет дерево. Похоже, вот это прям реально похоже на космический какой-то корабль. Смотрите, как круто здесь. Нет, вода вон есть в речке, значит, родник наш работает. Смотрите. Согласитесь, место такое необычное. Идешь здесь, ощущаешь себя на какой-то другой планете. Неземные пейзажи. Это круто. Так, вот наш родник. Он должен быть вот здесь. Но, к сожалению, друзья, я как смотрю, родник пересох. Воды нету в нем. Обычно вода вот тут капала. Отсюда сверху капала и вот сюда попадала. Как видим, сейчас, к сожалению, воды нет. Но здесь прям насыщенно зеленый вот этот мох. Или грибок, что это такое? На мох похоже. Вот здесь он прям действительно похож на мох. Смотрите. Да, друзья, мох. Он мокрый, влажный. Вода есть, как видите, здесь тоже, видите, вот вода стекает с этого мха. Здесь, видимо, повышенная влажность. И вот так собирается водичка. Но место, конечно, удивительное. Смотрите на эти пейзажи. Просто необычно. И здесь чернозем, что ли, здесь можно сажать картошечку. Здесь много воды, смотрите, вот отсюда вода откуда-то вытекает. Поэтому не знаю, как летом, скорее всего, здесь тоже не будет воды. Нужно, чтобы пошли дожди. Ждем дожди. Так, мы идем, и немножко эта скала уменьшается. Уже здесь можно зацепиться головой. Поэтому будьте аккуратны. Но место супер необычное, друзья. Таких в Крыму действительно больше нет, как здесь. Вот на Белую скалу вам нужно тоже обязательно съездить. Потому что вы останетесь в восторге от вот таких мест. Я вот иду, мне так здесь нравится. Смотрите, вдаль. Просто что-то необычное. Вот такая скала висит. Она такая закругленной формы, если вам видно. Полукруг получается. А ну сейчас выйдем на эту сторону, посмотрим со стороны на ее форму. Но я вам скажу, очень и очень здесь необычно. Видите, какие-то люди сюда заезжают на машинах, друзья. Я против того, чтобы здесь заезжали на машинах, портили всю эту почву, уничтожали это место. Поэтому будьте, рассуждайте нормально, не стоит сюда заезжать. Вот как выглядит оно со стороны. Вот такая гигантская пещера, такой грот необычный. И как видим, здесь даже образовалась
русло реки. Видать, когда-то здесь было много воды, вот даже выросли камыши, и вела она туда. Но сейчас, к сожалению, водички здесь мы не обнаружили. Но здесь повырастали деревья. Так, давайте залезем сюда на скалу, чтобы посмотреть виды со скалы. Так, давайте еще выше. Как я туда перепрыгну, друзья? Если упаду сейчас, я не виноват. Ой-ой-ой. Еле запрыгнули с вами сюда. Так, показываю вам панорамный вид. Вот так выглядит эта пещера. Очень необычно. Но сами все видите. Видите, пошла трещина. И, возможно, через несколько лет обрушится, к сожалению. Но надеюсь, что нет. Тут такое еще эхо необычно. Воу! Глухое эхо. Бывает такое или нет? Здесь уже какой-то шум. Машины едут по трассе, а здесь аж отдает их шум, как они там едут. В общем, вот такое место. Это тоже можно назвать местом силы, потому что здесь какая-то своя такая неповторимая энергетика. В общем, посетите и сами все поймете. Итак, друзья, Белая скала — это теперь природоохранная зона, и проезд на машине сюда запрещен. Поэтому мы оставляем свою машинку и двигаемся 3 километра до вершины пешочком. Поэтому смотрите, если заедете сюда на машине, вам выпишут штраф. Пришли в одно интересное место. Говорят, что здесь была обнаружена стоянка неандертальцев. Сейчас посмотрим, где они здесь обитали. Вот такое загадочное место. Посмотрите, здесь вот этот плющ просто обвил все скалы, все деревья. Давайте зайдем. Ну, где-то чем-то на меня напоминает в Новом Свете Адамово ложе. Тоже такая атмосферка здесь. Посмотрите, друзья, как красиво растет этот плющ. Согласитесь, круто. Зелено. Так, давайте идти дальше. Так, надеюсь, мы движемся в правильном направлении. Хотя нет, здесь дорожка обрывается. Нужно еще на ярус ниже спуститься нам. Пойдемте спустимся вниз. Растение просто вросло в скалу через все эти маленькие отверстия. Видите? Пронизана просто вся скала этим растением. И такое бывает. Так, давайте спускаться. Здесь оборудованы ступеньки, кстати, к этому месту, поэтому спуститься можно будет удобно. Вот в этом месте когда-то жили древние люди. Вот, друзья. Вот здесь у них была стояночка. Здесь они когда-то жили. Здесь были найдены их орудия труда. Орудия для охоты. И, как видим, вот такое здесь место. Тоже такой небольшой гротик. Но здесь, как видим, растения у нас растут. Их отсюда точно бы никто не увидел. И вот здесь даже можно остановиться с палаткой. Переночевать в таком крутом месте. Сейчас, кстати, начинается дождик, что нам совсем не нужно. Как мы будем выбираться пешком потом отсюда? 3 километра до машины топать. Я не представляю. Если сильный ливень пойдет, я еще в легкой такой кофте иду. Так, а что дальше у нас? Тоже смотрите, как круто. Воу, друзья, смотрите, вверху какая-то интересная пещера. Сейчас попытаемся туда забраться с вами по вот этому столбу. Видно, кто-то уже пытался. Не один я такой любознательный. Погнали. Залез в эту пещеру кое-как. Вот такая, друзья, она небольшая. Но, кстати, место прикольное. Если от кого-то прятаться здесь, то круто. Тебя никто не достанет. Плюс никто не увидит. Сама она вот такая не глубокая. Возможно, там ход какой-то ведет дальше. Но там расщелина, друзья, она далеко не ведет. Возможно, удастся летучую мышь нам увидеть. Мне же прям кажется, что здесь живут летучие мыши, вот в этих норах. Это их место обитания. В общем, смотрите, но выглядит она отсюда очень прикольно. Вот такое местечко. У нас, кстати, поднялся сильный ветер. Блин, вообще круто, друзья, смотрите. Какая красота здесь. Двойной такой вход. Так, как нам сюда встать? Что там, как внизу? Просто нереально. Начинается ливень, друзья. Я не знаю, мы успеем спуститься ли с горы отсюда.
Мне кажется, что мы спуститься не успеем, придется ливень переждать в этой пещере. Да, как неандертальцы будем здесь жить, пока не закончится ливень. В общем, вот такие интересные места мы показываем. Все точно никто, ни один блогер, я думаю, не залазил. И мы здесь из блогеров с вами первые. Вот так, друзья. Все, давайте спускаться как-то. Залезть оказалось легче, чем слазить. Это будет сейчас Это трэш-контент. всегда так. Я не знаю, как отсюда буду слазить. Сейчас будем Александра снимать. Блин, капает на объектив. Да пусть капает. Так, держи вот этот. Нет, ты столбик, не надо залазить сюда. Надо? Столб держи как-то. Держу, давай. Чтобы я не мог сильно опереться. Еще нужно как-то развернуться здесь, блин. Так, бля, телефон нужно еще скинуть тебе. Блин, а вдруг я уроню? Положи в рюкзак лучше его. А ты не роняй. Не-не-не. Это будет минус айфон. Давай. Блин, тяжелый. Так, вот так поймали рюкзак. Вот такие экстремальные, Ну что, друзья, давай, держи условия. это Сейчас. бревно. Нужно буду как-то снимать. развернуться, чтобы я задом слазил. Давай я тебе буду говорить, куда вправо, влево ногу ставить. Здесь просто не за что схватиться руками. Куда? Так, ставь, да. На вот. дерево? Да, да. Все, нормально. Теперь ниже, ниже веди. Нет, левей. Вот. Все, четко стоишь. Отдай. Я не стою. Нет, левее, левее, левее. Это прорезь или нет? Да, прорезь. Ой, Теперь ниже, ниже. далеко? Сейчас. Еще, нет, ниже, ниже надо еще. Да я не могу, у меня силы кончаются. Не за что ухватиться, все скользкое. Все. Ниже, ниже, вот, все. Все. Так, еще вот палочка. Это же легко. Я уже спрыгнуть могу. Ура, спустился. Блин, а там каплями все закапало. Да, каплями. Друзья, вот такой был спуск, не залазьте туда, там было сложно спускаться, залезть легче намного. Мы уже практически добрались до вершины. Вот такие виды открываются с этого ракурса. К нам идет туча дождевая, но мы не останавливаемся. Идем вон туда, друзья, на пик Белой скалы, на самую высокую точку. Чтобы понимали, какая высота. И даже я здесь боюсь подойти к краю, потому что кружится голова. Страшно, конечно. Ты будешь подходить к краю? Да. Главное, чтобы меня не снесло, потому что... Смотри, сильные действительно, порывы ветра когда, могут да, быть. сильно видите порывы ветра, вот так сносит. Смотри, аккуратно. Друзья, очень страшно. Если будете здесь, соблюдайте все меры предосторожности, чтобы не упасть, потому что с жизнью это не игрушки. Один раз можно оступиться и упасть туда вниз. Еще будет срываться. Максимально усилился ветер, дует в нашу сторону, срывается дождь. И посмотрите, какая темная туча идет в нашу сторону. А мы еще не дошли до вершины горы. Друзья, путешествуем как можем. Давайте ускорять свой шаг. Посмотрим виды с вершины Белой скалы. И скорее возвращаться к машине, чтобы не попасть под ливень. Потому что вот эта тучка, я думаю, будет сильно ливневая. И нас накроет хорошим дождем, чего бы не хотелось. Кстати, я опять снова без воды, без еды, очень голодный. Хочу есть, сейчас умру с голода. Поэтому сразу после этого едем куда-нибудь что-нибудь покушать. Ну, давайте. Не знаю, как быть с квадрокоптером. Удастся ли его запустить в такую погоду. Дождь, сильный ветер. Но мы постараемся. Зря сюда что ли шли. Здесь на вершине есть один вот такой страшный участок. Скала практически висит над этим обрывом. Смотрите, здесь прошла вот такая трещина. И сейчас мы станем на тот камень. Надеюсь, он не отвалится. Так, воу, друзья, прям до самого низа идет такая трещина. Ну, давайте. Блин, даже боюсь перешагнуть ее, чтобы туда не свалиться. Если упадешь, уже не выберешься. И вот такие шикарные виды открываются. Так, друзья, сильные порывы ветра. К краю ни в коем случае нельзя подходить. Посмотрите на эти зеленые луга, поля, вон леса вдалеке, горы. Красота неимоверная. Даже без квадрокоптера виды получаются шикарными. Так, давайте с этой стороны посмотрим на эту белую скалу. Так, к краю не подходим. Александр, страшно. Воу, друзья, страшно. Очень. Ну что, мы добрались до вершины Белой скалы. Сейчас покажу вам, какой вид отсюда открывается, друзья. Он просто нереальный. Еще сегодня такая у нас погодка атмосферная.
пасмурно, срывается дождь, ветер сильный. Ветер, конечно, нам совсем не нужен, потому что по краю скалы особо не походишь. Это очень опасно, потому что сильные порывы ветра не дают пройти мне по краю скалы. Ну, смотрите. Друзья, вид просто на миллион, согласитесь. Как здесь красиво и в то же время опасно. Я уже дальше боюсь идти. Давайте немножко присядем на краешек скалы, чтобы не упасть. Вот еще смотрите, вот такие железные штырьки торчат. От них можно спотыкнуться и слететь вниз. Поэтому смотрите под ноги в оба. И вот такой шикарнейший вид открывается у нас с белой скалы. Друзья, ну просто невероятно. Такая погода, такая атмосфера. Вот такие походы пешие я очень люблю, как мы сюда забрались. Но, конечно, я вам скажу, страшновато немного находиться на краю белой скалы. Потому что, ну, сами понимаете, высота, лететь вниз не каждому охота. Так, давайте я вас немножко спущу сюда вниз. Смотрите. Просто нереальные кадры, нереальной высоты. Находиться страшно здесь, я вам скажу. По горе Орел в Новом Свете было не так страшно, как здесь. Здесь прям резкий такой обрыв.